Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на моем кулинарном канале Кулинария на бис. Меня зовут Оля, и сегодня я приглашаю вас вместе со мной приготовить очень вкусную куриную грудку в технике су-вид. Вот такая красота у нас с вами получится. Я покажу поближе. Эту грудку мы будем готовить с вами в нашей чудеснейшей мультиварке Ninja Smart Lid. У нее есть как раз специальная функция, которая так и называется су-вид. В переводе с французского это означает под вакуумом. И действительно, куриная грудка у нас будет готовиться под вакуумом. И сейчас вы все узнаете. Ну и прежде чем мы приступим к приготовлению, я напомню вам, чтобы вы не забыли подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, которые я для вас готовлю. Итак, поехали! Нам понадобится куриная грудка. У меня здесь 2 штуки, вес 800 грамм. Также копченая паприка. Здесь чайная ложка с горкой, можно взять обычную паприку, чайная ложка молотого черного перца, 2 столовые ложки оливкового масла, также соль, у меня чайная ложка соли и пол чайной ложки сухого молотого чеснока. Также нам понадобятся вот такие зип-пакеты, у меня не очень большие, здесь 17 на 18 сантиметров. Я использую 2, так как у меня 2 грудки, то очень удобно положить каждую грудку отдельно. Самое главное, чтобы у зип-пакета был хороший вот этот вот замок, чтобы мы могли плотно закрыть, когда будем готовить, и чтобы вода не попала внутрь этого пакета. Куриная грудка у меня уже вымыта и просушена бумажным полотенцем. Укладываем все в какую-то емкость. И теперь добавляем специи, соль с чесноком, также паприка, перец и оливковое масло. Теперь самое важное хорошо перемешать. Обычно я делаю это в перчатках, но, к сожалению, у меня они сегодня закончились. Наша грудка готова. Теперь нам можно ее просто оставить мариноваться в холодильнике, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов. Можно даже на ночь оставить. Но можно готовить и сразу. Это уже по желанию. Грудку мы просто переложим в зип-пакет. И просто убираем зип-пакет. Первая и вторая. Итак, теперь нам нужно просто закрыть пакетик. Я немножечко его испачкала, поэтому я просто вытру бумажным полотенцем. И теперь нам нужно закрыть пакетик, но не до конца. Закрываем пакетик, но оставляем здесь небольшую дырочку для того, чтобы у нас, когда мы будем опускать пакетик в воду, чтобы у нас вышел воздух. Точно так же мы поступаем со вторым пакетиком, тоже закрываем пакетик, но не до конца. Дальше у меня есть приготовленная вода. Теперь нам нужно взять наш пакетик, опустить в воду. Когда мы опускаем в воду, у нас выходит воздух из пакета, но желательно опустить так, чтобы вода была до самой границы самого замка. И теперь аккуратненько его закрываем. И смотрим, что у нас получилось. Вот так, вот в таком вакууме у нас будет готовиться грудка. Так вот. Видно, что воздуха там не осталось. Точно так же мы делаем со второй грудкой. Но делать это нужно аккуратно, чтобы внутрь пакета не попала вода. Точно так же, прям вот до самого-самого конца, чтобы замочек был практически в воде, но ни в коем случае туда не попала вода. Вот второй у нас пакетик готов. Тоже видно, что он полностью в вакууме. Вот так. Ну и теперь будем перекладывать все это в нашу чашу мультиварки.
Так, я налила воды в чашу мультиварки. Количество воды зависит от того, сколько у вас куриных грудок. То есть самое главное, чтобы, когда мы пакет с куриной грудкой положим в чашу мультиварки, чтобы вода покрывала эти пакетики. У меня здесь примерно 2-2,5 литра воды. Ну, и готовить куриную грудку в технике сous-вид мы, конечно же, будем на программе, которая так и называется Sous-Vide. Для этого нам, чтобы ее активировать, нужно, чтобы ползунок был в крайнем правом положении. И колесиком мы выбираем этот режим. Он называется Sous-Vide. И готовить мы будем куриную грудку при 70 градусах. Можно и 75 выбрать по Цельсию. И так как у меня американская мультиварка, то у меня в Фаренгейтах, поэтому в Фаренгейтах это будет 170 градусов. Мы просто сделаем побольше, 170 градусов. И время приготовления мы установим 2,5 часа. И нажмем старт. Сейчас мультиварка будет набирать температуру. И вот мультиварка просит, чтобы мы добавили еду. Написано Add Food. Теперь мы наши пакетики положим внутрь чаши. И ждем. Наша мультиварка закончила приготовление грудки в технике Sous-Vide. И что мы сейчас делаем? В принципе, наше мясо, наша куриная грудка уже готова к употреблению. Ее остается только достать, разрезать и подавать к столу. Но если вы не планируете кушать мясо прямо сейчас, или вы готовите заранее, например, на ужин готовите, или на следующий день будете только кушать, тогда очень важный момент. Нужно мясо охладить. Либо обложить его льдом, либо положить его в холодную воду, что я сейчас и сделаю. Я налила просто в миску холодную, очень холодную воду. Просто достану с чаши мультиварки куриную грудку и прямо в этом же пакете положу в холодную воду. Обычно я это делаю, включаю очень холодную воду и ставлю под кран, просто чтобы она быстрее охладилась. Можно обложить грудку, вот эти пакетики льдом, они тоже точно так же охладятся. Но я предпочитаю сделать так. Вот, друзья, вот так вкусно, аппетитно выглядит наша грудка. Но я предлагаю на этом не останавливаться, а немножечко ее поджарить. Можно это сделать на сковородке, можно сделать это, конечно, в нашей любимейшей мультиварке. Что для этого нужно? Я просто смажу грудку топленым сливочным маслом или маслом тхи, как вам удобно будет. Смазали со всех сторон. Теперь я предлагаю положить мясо на фольгу. Так. И теперь мы можем либо, если у вас есть запасная чаша, поменять на другую чашу, либо, как и я, просто вылить воду из мультиварки и поставить туда решетку для гриля. Устанавливаем решетку, кладем наше подготовленное мясо и теперь установим режим. Поджаривать куриную грудку мы будем на программе Air Fry. Для этого ползунок мы оставляем в крайнем правом положении. Это самая первая программа. И температуру я выберу максимально, которую возможно. Это у меня 400 градусов по Фаренгейту. Время приготовления я выберу пока 15 минут. Но пока будет готовиться куриная грудка, она будет обжариваться, я буду периодически открывать и смотреть, на каком этапе она сейчас находится. Если будет многовато этого времени, то я просто остановлю программу. Если будет маловато, то я, конечно же, добавлю. Итак, нажимаем старт. Так, дорогие друзья, у меня прошло 9 минут. И вот такая курочка у нас получилась. Вот такая красивая куриная грудка. Покажу поближе. Ну, теперь можно ее перекладывать в тарелочку, разрезать и подавать к столу. Ну вот и все. Куриная грудка в технике Sous-Vide у нас готова.
Наша чудесная мультиварка с этим прекрасно справилась. Куриная грудка получилась не только такая вот красивая, но она еще очень-очень вкусная. И самое здоровское, что ее можно замораживать. И так как она хранится в морозилке очень долго, и после разморозки она все такая же вкусная, нежная и ароматная. Поэтому в любой момент, когда вам необходимо, вы можете ее достать и оттаять и подавать к столу. Ну и в холодильнике эта грудка хранится не более 2-3 дней, так как она все-таки приготовлена при низкой температуре, поэтому я не рекомендую долго ее хранить. Но в принципе, я думаю, она у вас долго не задержится, потому что она получается очень вкусная. Ну и, дорогие друзья, я очень вам благодарна, что вы досмотрели мое видео до конца. Я буду также вам очень благодарна, если вы поставите какую-то реакцию на данное видео, если вы оставите комментарий, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Я с удовольствием то, что знаю, отвечу, поделюсь с вами. Может быть, у вас есть какой-то запрос по приготовлению какого-то блюда в данной мультиварке, и не только в данной мультиварке. Я постараюсь выполнить ваш запрос, так что не стесняйтесь, оставляйте ваши пожелания в комментариях. Ну, я желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Пока-пока!